Для приготовления основы нам надо 100 грамм мака. Его нужно измельчить, я это делаю погружным блендером. Соединяем в миске все сухие продукты наши. Это мак, 50 грамм муки, 50 грамм это грецкие орехи, они у меня уже измельченные, пол чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваем. Сухую смесь пока отставим. Нам нужно взбить яйца с сахаром. Выбиваем 2 яйца. Добавляем 100 грамм сахара. Взбиваем миксером на большой скорости 1-2 минуты до полного растворения сахара. Пышная густая масса получилась. Добавляем 50 грамм растопленного сливочного масла. И сюда же добавляем сухую смесь. А теперь аккуратненько перемешиваем лопаткой. Это будет первый слой макового сырника. Пока мы эту смесь отставляем, готовим второй слой. Для второго слоя соединяем следующие продукты. 1 килограмм творога, 200 грамм сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 5 яиц, 2 столовые ложки манки, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки крахмала, 100 грамм сливочного масла, растопленного, охлажденного. Я его растопила в микроволновке. Теперь все это пробиваем погружным блендером. У меня форма 24 сантиметра, дно сделала из фольги. Выливаем сначала маковый слой, а теперь аккуратно творожный слой. Все, духовку разогреть до 160 градусов и будем ставить на 1 час выпекаться. Подготовим вишню, нам надо 600 грамм. Духовка уже закончила свою работу. Необходимо приоткрыть духовку. Вот видите, какой красавчик получился. Приоткрываем духовку и в таком виде оставляем еще на час в теплой духовке. Я положу между дверкой и самой духовкой мочалочку. Все. В таком виде, приоткрытом, еще 1 час будет стоять. Прошел час. Достала маковый сырник. И теперь он будет остывать при комнатной температуре. Он должен полностью остыть. Когда маковый сырник уже остыл, приготовим заливку вишневую. В сотейник насыпаем 4 столовые ложки сахара. 3, 4, 2 столовые ложки с горкой крахмала кукурузного. Берем кукурузный крахмал, не картофельный. И высыпаем подготовленную вишню. У меня свежая вишня, я косточки уже убрала. Можно брать также замороженную вишню. Вишни берем 600 грамм. Перемешиваем, ставим на огонь и доводим до закипания. Мешаем постоянно, не отходим от плиты, а то пригорит. Уже загустевает масса. Сейчас закипит, станет густой. Сейчас я уже на маленький огонь перевела и потомлю немножечко, буквально пару минут. Все, крахмал очень хорошо заварился уже, масса густая, красивая. Вишню в горячем виде выливаем сверху. Как видите, форму мы пока не снимаем, разровняем. Даем остыть при комнатной температуре. Потом
сверху накроем пищевой пленкой и уберу в холодильник на 6 часов. Можно на ночь. Вечер при свечах и